Ребята, всем привет! Приближаются снова наши выходные. А как мы знаем, на выходных у нас будет 8 марта. Поэтому нам надо закупиться, съездить, посмотреть цены. И приготовим что-нибудь вкусненькое. А для начала я хочу съездить на заправку. Интрига ж этой недели, да, сколько стоит бензин. Хоть у меня бак и не пустой, но и тем не менее я хочу заехать сначала на заправку и показать все-таки, сколько стоит бензин в Германии. Так, ребята, приехала я на заправку. В общем, я всегда заливаю бензин Е10. Е10, вот он. И стоит он евро 95. Как я писала, что у меня полбака есть. Я дозаправлюсь. Сегодня пятница, 7 марта. Я заправлялась в ту субботу, 5 дней назад. На этой же заправке я сейчас заправляюсь, было евро 67, сейчас евро 95. Но в принципе цена подскочила, но не настолько, чтобы это было так критично. Сейчас я вам покажу, сколько стоит дизель. Мне совсем немного надо. Все, я заправила только 20 литров. 20 литров. Вот получается цена евро 95,9. 20 литров. И я заплачу 40 евро. А дизель там, я не знаю, будет вам видно, не будет. Дизель стоит 2,6 евро. Супер 2 евро. Супер плюс 2,12. Ну вот такие у нас цены в Германии. Если кто-то будет смотреть с других стран, нам будет очень интересно, и зрителям, я думаю, тоже будет очень интересно, сколько стоит у вас бензин. Ну а я пойду оплачивать. Так, ну вот я вам показала цены на бензин. Так как у нас город небольшой, и мы ездим много, но мы не тратим очень много бензина, потому что у нас очень все рядом. У Димы работа 8 километров от дома. У нас все близко, магазины близко, все близко. Я не трачу, мне бак бензина. И у меня еще это гибрид машина, она не так много кушает, она наполовину электро, наполовину бензин. И мы не тратим сильно много. Конечно, кто живет, наверное, в больших городах и кто много ездит, это, конечно, коснется. На той неделе наш старший сын брал Димину машину, ездил к своей подруге. Приехал на выходные, в воскресенье приехал, Дима пошел в машину, говорит, знаешь, сколько, говорит, он наездил за выходные? Я говорю, сколько? 700 километров. Я говорю, Артур, это до моря можно было доехать 700 километров. Вот, конечно, кто много ездит, того коснется. Ну, будем смотреть, что будет дальше с нашими ценами. В принципе, можно и пересесть на электровелосипед. Так, ну а мы с вами отправляемся в Kaufland. Будем закупаться. Так, ну все, ребята, я вышла с Kaufland. В Kaufland моя закупка завершена. Хотела я немного закупиться, потому что сегодня мальчиков нету дома. Дима на работе, Артур на работе, Милан еще в школе. Поэтому мне придется сегодня сумки заносить с собой, самой. Буду потихоньку заносить. В общем, я говорю, да, хотела по минимуму, а пока по всем рядам пройдешь и все что-то берешь. Сегодня скидок мало было. Вот масло подсолнечное было евро 35. Напитки вот такие 99 центов. Ну вот масло сливочное сегодня было евро 99. Да, вот это самое хорошее масло. Я его всегда беру. Я 3 пачки взяла. Kerrygold самая классная. Пицца сегодня была в Ангеботе, тоже 3,99. Мороженое. Ну, в общем, пока пройдешь, да, по всему Kaufland, и в каждом абтейлинге тебе что-то всегда нужно. Ну, вот я пока ходила, решила, что я сегодня буду готовить, потому что у меня не было сегодня плана такого, но я вот пока во время закупки мне пришла идея. Хочу сегодня опять я пожарить карпа в фритёзнице, в аэрогриле, да. Карпа уже мы жарили, кто видел, очень классно получилось. Вот хочу сегодня опять рыбы сделать и хочу сегодня сделать голубцы. Ну, голубцы я хочу сегодня сделать вот такие, хиноколь. Посмотрим, что у нас получится. Я уже готовила, очень вкусно, кому будет интересно.
Остаемся до конца, приготовим все, попробуем. Ну, сейчас я закладу сумки. Солнышко светит так хорошо, музыка играет, настроение немножко поднимается у нас. Сейчас я здесь все закладу и поеду в Миксмаркт, куплю там карпа. Так, ну все, приехала я с моей закупки, потихоньку занесла я все мои сумки. Дима во вторую смену придет попозже сегодня, так что я сегодня одна покажу вам, что я купила. Ой, всего по чуть-чуть, да, обычный, как говорится, продукт на неделю. Вот лапша сегодня, вот эта Ойра 49 была в Ангиботе, Барилла. Кефир был сегодня 88 центов. Вот эти гешальты томаты сегодня были 52 цента био. Всегда мы пользуемся, всегда они нам нужны. Ну вот детям сладости сегодня тоже были, они в Ангиботе, уже не помню. Так, яйца сегодня были 2,76. 2,76. Мясо разного набрала. Ну, я же планировала еще заехать в русский магазин. Я заехала. Посмотрите, каких красивых карпиков я купила. 5,49 про килограмм. Что у меня там, 2,5, да? 13,5 ойро я дала за карп. Ну, там сразу и капустку купила, и свеколку. Все по чуть-чуть. Все понемножку я закупилась. В общем, что у меня? Кауфланд вышел, ну, почти 167 евро вышел у меня Кауфланд. Здесь, да, конечно, не все продукты. Я уже пиццу в морозилку убрала, уже мороженое убрала, да, то есть здесь, конечно, ну, там соки убрала. Не все здесь продукты. 167. В русском я заплатила 40. И за бензин мы заплатили, да, с вами 40. Ну, вот такая закупочка у нас вышла. Это еще мы в ДМ не ездили. Это мы еще за кошачьей едой не ездили. Купила я на 8 марта бутылочку Зектика. Расскажите, ребята, как вы празднуете 8 марта? Я вот сейчас пока буду разбирать все в холодильник. Напишите в комментариях, поднимает ли вам 8 марта, живя здесь, в Европе, настроение, и как чувствуете вы себя по-другому. Ну, если кто-то будет с Казахстана, с России, тоже напишите, как вы празднуете этот праздник. Я по приезду в Германию, наверное, первых 3 года, я прям вообще... Потому что у нас, когда в Казахстане мы жили, такой ажиотаж всегда, вот 8 марта, какие-то концерты, такая суета. Да, все суетятся, и у всех праздничное настроение. А когда сюда приехала, первых 3 года, мне это было очень трудно, что мы не справляем. Ну, как мы справляли, да, просто, ну, как с семьей, ничего особенного такого не было. То есть дух этого 8 марта, как бы у меня, он же подзабытый. Я к этому празднику отношусь спокойно. У меня единственное, что это весна. Да, праздник всех женщин. Я вас всех поздравляю. И, ну, чтобы мы все цвели и пахли, чтобы у нас было всегда хорошее настроение, чтобы было крепкое здоровье. Ну, в общем, буду раскладывать и будем заниматься с вами карпом. Ну, в общем, что, ребята, разделалась я с нашим карпом. Нервы она мне потрепала знатненько. Димы нету, и поэтому... Вступила в бой с ней я сама. Пришлось переодеть фартук, потому что я вся измазюкалась. Пока я тут хребетик ломала. Хребет у нее очень плотный. Ну, в общем, этот бой я выиграла, как говорится. В общем, я ее хорошо помыла, почистила и порезала вот на такие слайсы. Я так рыбу всегда делаю. То есть каждый кусочек... еще напополам. Вот с 2,5 килограмм у меня получилось. Я ее обсушила. Засыпала сейчас я ее солью. Налью я немного подсолнечного масла. И буду хорошо перемешивать. Так, как я и сказала, что сегодня Дима у меня во вторую смену. Сегодня пятница. И у него первый рабочий день. Он... заступил на смену. С понедельника по пятницу Дима отдыхал, был дома.
А сегодня он вышел на работу. Кто нас уже смотрел, знает, что Дима работает с медикаментами, фармаиндустрии, и поэтому этот завод работает 24/7, 7 дней в неделю. И у Димы бывает выпадают такие смены, когда он работает на выходные. Но среди недели он всю неделю был дома. Так что 8 марта, воскресенье, я буду праздновать одна. А с Димона, не знаю, что с Димона. Подарок я уже заказала, конечно. Но вот теперь думаю, то ли в ресторан, то ли на танцы. Куда пойдем веселиться? Ну, наверняка у нас в городе проводят мероприятия 8 марта. Будут, я уверена. Но я не хочу одна идти. Дима всегда говорит, иди, сходи с девчатами, а я потом после работы заеду, тебя заберу. Он там к 11 возвращается. Я тебя заберу, посижу, заберу. Ну, что-то мне не хочется. Дел много дома. Сегодня ж вот я решила день провести такой именно. Закупка у меня. Там стирку заложила. Кушать приготовлю. А так-то уже солнышко на улице. И надо выходить туда, в сад. Уборку наводить. Работы там тоже очень много. Но я вот планирую сегодня поготовить. А завтра уже пойду в сад убираться, в общем. Так, ну все, я как смогла перемешала рыбу. Я сейчас ее оставлю. Пускай, я и не буду ее, конечно, сейчас еще готовить. Пускай она стоит. Времени у меня много. Я сейчас начну заниматься голубцами. Я же вам еще хотела с вами вместе сегодня приготовить голубцы. И голубцы с хиноколь, да. Я уже так готовила, мне нравится. Покажу я вам свой рецепт, как я готовлю. И хотела еще с вами вот поговорить, кто смотрел предыдущее видео. Дима готовил у нас ризотто. Ризотто был обалденский, рисинка, трисинки. Очень был вкусный. Но были такие комментарии. Одна дама написала, фу, это не ризотто. Стесняюсь спросить, пожалуйста, уточните тогда, что это. Нет, конечно, это ризотто. И одна дама с Тосканы, которая живет уже 30 лет в Италии, тоже сказала, что это не ризотто. Ну, я вас хочу заверить и уверить. Конечно, это ризотто. В Италии мы отдыхали, я не знаю сколько раз, ну, 10 раз мы ездили в Италию точно. И что я хочу сказать. Всегда, когда мы в Италии, естественно, мы кушаем пиццу, естественно, мы кушаем ризотто. И я вам хочу сказать, что ни один раз нам не подавали одинаковую ризотто. То есть вот я пришла, и каждый год, или как в каждом ресторане, одинаковые. Нет, это зависит от шефа, от повара, да, от его видения. Единственное, где я очень вкусную ризотто кушала, это Италия, Лигурия, город Аласио. Ой, вот я не знаю, я хочу только вернуться в этот город. Во-первых, он очень красивый, сам этот город исторический. И нам подавали очень вкусно там ризотто. Вот у нас есть, например, итальянский ресторан, который пользуется большим успехом. Туда его все знают. У нас в городе итальянский ресторан «Ла Скала». И мы там тоже достаточно часто бываем, кушаем, и я заказываю себе ризотто. И вот вы знаете, я точно так же даже в этом ресторане никогда не получаю ризотто одинаковое. Оно всегда разное. Как готовит его шеф. Морепродукты, рис, оливковое масло. Да, кого-то смутил куриный бульон. Но вот я хочу сказать, что рыбный бульон у нас в Германии не продается. Ну а если кто-то знает, в каком магазине, я никогда не встречала рыбный бульон. Можно его как заменить овощным, но когда мы смотрели там рецепты или какие-то тоже документальные съемки, когда люди готовят, куриный бульон тоже используют. Он получается очень насыщенным. Вот кто не посмотрел видео с ризотто, обязательно посмотрите, напишите свои комментарии. И еще даже я так могу сравнить. Вот, допустим, поставить сейчас 10 женщин на кухню, и каждая будет готовить борщ. И у каждой женщины будет борщ по-своему. Одна скажет, какую свеклу в борщ,
ее туда не надо добавлять. Другая скажет, как может быть борщ без свеклы? Кто-то любит со сметаной, кто-то без сметаны. Так что, пожалуйста, вы не говорите на наш ризотто, что это не ризотто. Это был очень вкусный ризотто. Напишите свои комментарии, посмотрите, кто еще не посмотрел. Ну все, ребята, пришло время заняться нашей начинкой для голубцов. Я вам покажу, как я делаю. Нам нужно обжарить с вами лук с морковью. Сейчас вам буду пошагово показывать, как я делаю. И для новых наших зрителей, кому впервые попалось видео или кто недавно нас смотрит, я хотела напомнить, что у нас с Димой не кулинарный блог. Просто такое время года было, когда мы больше дома, на кухне, готовим. Готовить мы вообще любим, да, и часто будем готовить, конечно. Но наш блог не только об этом. Наш блог о том, как живут переселенцы с Казахстана в Германии, просто про нашу жизнь, про нашу семью. Кому-то будет интересно, нам интересно общаться с зрителями, отвечать на комментарии, читать их. Мы люди общительные, но уже взрослые, больше дома, как-то дома-дома, поэтому не судите строго, мы показываем именно, как мы готовим, не то, что это такой рецепт, что его нужно именно сделать так. Конечно, нет. Каждый делает по-своему, на свой вкус. И голубцы у меня начинка сейчас тоже будет отличаться от классической. Но готовлю ее так я. Ну все, моя зажарка готова. Лук с морковью я немного пережарила. Теперь я это все отправлю в блендер. Налью совсем немного воды. И все это буду взбивать. Все готово. Вот так я взбила. Не прям совсем пюре, но и тоже достаточно мелко. Здесь у меня, ребята, полкилограмма фарша, рис. Я сварила пакетик, но добавила сюда половину пакетика. И то, мне кажется, что-то это многовато, но я посмотрю, если что, я лучше добавлю туда мясо. И отправляем в этот фарш нашу зажарку. Сейчас я все это дело посолю. И добавлю совсем немного черного перца. Это мой рецепт. Кому понравится, воспользуйтесь. А если кто-то готовит по-другому, обязательно напишите. Потому что когда я пекла булочки, тоже мне там писали некоторые комментарии, когда вот я делала булочки с маком, и такая была густая консистенция, и мне было тяжело распределить по тесту. И в комментарии написали, надо было молоко в общем, в МОН надо было добавить молока. Я так подумала, действительно, так и надо было сделать. То есть комментарии, они тоже важны, и другие люди тоже читают комментарии, и чему-то мы учимся. Поэтому я и говорю, что у нас такой блог, где мы общаемся, готовим. Наступит хорошая погода, конечно, мы будем гулять. Планируется у нас там на террасе тоже работа, что мы хотим полы там поменять. В общем, дел еще очень много.
Ну, а я буду продолжать заниматься моим фаршем. Сейчас его где-то у меня перчатка была. Так, нашла. Сейчас я его буду хорошо перемешивать. Он будет очень нежный, мягкий, такой душистый. Я не люблю как бы вот зажарку наверх ложить. Каждый по-своему. И это, кстати, тоже одна моя приятельница поделилась своим рецептом. Эта девушка жила в Молдавии, сейчас живет в Германии. И она вот рассказала нам такой рецепт, и мы уже вот очень-очень много лет пользуемся. Она говорит, у нас в Молдавии так готовят. Я не знаю, мне это очень понравилось. Мама моя сверху зажарку ложила. Ну вот, остаемся до конца, посмотрим, что у нас получилось. Но он уже на вид очень такой красивый. Смотрите, такой желтенький даже, я бы сказала. Я сейчас фарш хорошо перемешаю, оставлю его, чтобы он надышался, напитался. И буду закладывать нашего карпика. Будем сегодня жарить. Вкусно-вкусно. Фарш я наш отставила. Сейчас я хочу начинать приготовление карпа. 2 чаши у нас в аэрогриле. И я сложу 2,5 килограмма. Сейчас я посмотрю, как оно все будет вмещаться. Сегодня у меня 2 рыбы. В тот раз мы уже 2-й раз, да, мы готовим карпа на аэрогриле. Я была в восторге. Кухня осталась чистой. То есть, когда она дожарится, шкварчит. По всем стенам все разлетается. И запах. В тот раз мы вот приготовили, нам очень понравилось. И мы сказали, что с Димой мы будем теперь карпа готовить только так. Но у нас в тот раз была 1 рыба и поместилась в 1. А сегодня у меня 2 рыбы. Но буду смотреть сейчас, выкладывать. Я ее еще раз хорошо перемешала. Сейчас я вам все покажу. Карп может в холодильнике пару дней стоять. Я рыбу люблю холодной. Дима тоже любит карпа кушать, когда он уже как бы остыл. Когда он такой холодненький. Ну, так полненько получилось. Так. 1 рука у меня чистая. Ну вот, смотрите. Вот так я разложила карпа. Сейчас я немножко его постараюсь. Сейчас я камеру выключу. Сегодня я одна, мне не сильно удобно. Сейчас я так распределю хорошенько. Ну вот так я распределила карпа. В принципе, чаши достаточно такие полные и плотно уложено. Но когда мы готовили в 1-й раз 1 рыбу, и мы готовили ее как в 1 чаше, в принципе, было точно так же. Но мы ее в процессе приготовления 1 раз перевернули. И, в принципе, она была зажарена со всех сторон. Она была хрустящая, классная. Ну, буду вам все показывать в процессе. Так, я ставлю. И в 1-й раз, когда мы готовили, мы не знали как, и мы выставили градус на 160. И мы поняли с Димой, а потом добавили на 180. И мы тогда решили, что надо сразу ставить на 180. Так, 1-я чаша 180. Так, 1-я 180. 180, 20 минут. И теперь 2-я. 180 также будет 20 минут. Все, оно будет готовиться. А мы с вами будем подготавливать капусту. Начинаем готовить нашу капусту. Посмотрите, ребята, я примерно вот столько обрезала. Все, я ее буду убирать. И буду по листочку вот так раскладывать
чашку, чтобы вам было видно. Вот этими вниз. С обычной капустой я тоже делаю, но с ней побольше возни. Пока ее отваришь, да. А с этим тоже очень получается вкусно, очень нежно. И немножко, я бы сказала, проще. Вот так я разложила ее в большую чашку. Чайник у меня вскипел на 90 градусов. И я начинаю потихоньку вливать и ошпаривать ее кипятком. Ай, немножко пролила. Сейчас вытерем, не беда. Так, все, начинаем. Так, я же хотела вот эти вниз. Да. Сейчас я их перекладу чуть-чуть. Все, укладываем вторым слоем. Кто-то к нам пришел, кто-то звонит в дверь. Ну что, прошло наших 20 минут, и я вам хочу показать, как выглядит на этом этапе наша рыбка. 20 минут. Сейчас я ее хочу перевернуть, поставить еще на 15 минут, и там я уже буду смотреть. Мне самое главное, чтобы она была такая хрустящая, именно как зажаренная на сковородке. И вот наша капуста. Ну, я вам скажу так, не 10, но 12 минут. Я ее залила кипятком. 12 минут она стояла. В принципе, вы сможете сами определить. Все, она у нас там и помыла. Сейчас я ее всю прополощу и откину, чтобы она у меня всю воду сливала. Она должна получиться сухой. Вот так сейчас я ее буду откидывать сюда. Вода будет стекать. Ну все, наблюдаем за процессом. Все у меня кипит, все у меня запахи идут по всей кухне. Наши листики отдыхают, высушиваются. Рыбка запекается. Шикарно выглядит, но еще не готова. Пока я тут все ждала, я уже отварила картофель. И сейчас к картофелю я хочу приготовить зажаренный лук. Не хотела я сегодня готовить картофельное пюре, а вот сварила клубнями просто картофель и потом его с луком. Запахи классные. Вот так я провожу свои свободные вечера, когда моих парней нету дома. Сейчас я закончу с луком, и как раз уже остынут наши капустные листья, и я начну делать голубцы. И у меня на кухне идет, я начала заворачивать наши голубчики. Сейчас я немножко придвину камеру поближе, чтобы вам было видно. У меня же процесс большой. Там рыба, там картошка. Здесь лук обжаривается, шкварчит. И сейчас я вам покажу уже, что я делаю непосредственно с капустой.
Все, вот как вот у меня листики лежали, стекали, да, вот так они и остаются лежать. Теперь я беру по каждому листику. Ну, вот такой он формы. Как бы каждый просто почувствует, если кто-то решит повторить мой рецепт. Вот это я совсем не полностью, а вот я вам сейчас покажу. Я сейчас срежу и камеру ближе поставлю. Вот, совсем немного. Я обрезаю. Добавляю вот немного. Я их не хочу сильно долго готовить. Минут 30 я их буду готовить. Вот такие они маленькие будут, аккуратные, удобные. И все, я их сворачиваю. Вот совсем немного я срезала. Добавляю наш красивый фарш. Так, про лук нам тоже надо не забывать. Все, красивый, красивый. Начинает румяниться. И вот при таком количестве фарша я его скручиваю. Вот я опять немного срезала. Так, этот листик немножко крупнее, я совсем немного больше фарша добавлю. Хотя капуста, она такая здесь будет нежная, такая будет тоненькая. Дима у меня очень любит капусту, голубцы. Я, кстати, не посвящала Диму сегодняшнее наше меню, что я буду готовить. Я же это решила по ходу в Кауфланде, да, что я буду готовить. Думаю, на что у меня глаз ляжет. Ну и вот, захотелось мне карпа, захотелось мне голубцов. Ну, естественно, я ориентируюсь, что любит моя семья. А мы это любим, кроме Артура. У нас Артур едок еще тот. Ну, для него мы готовим чуть-чуть отдельно. А Милан и голубцы любит, и картошку, все любит. Так что будем крутить дальше. Так, ребята, я вам сейчас покажу, сколько голубцов я накрутила. Не сильно много, можно было бы еще больше, но нам, на нашу семью, нам хватит. И вот эти ресты от капусты, мелкие листики, я тоже нарезала. Нельзя в наше время, чтобы что-то пропадало. Все, я включила плитку. Я постараюсь, чтобы вам было видно. И сначала я обжарю вот эту капусту, которую я порезала. Ну, как вы хотите, так и режьте. Так, можно потише немного. Пока наша капуста будет немножко обжариваться, я хочу туда нарезать вот такую красную паприку. Это придаст очень вкус, такой душистость, да. Сейчас я все это нарежу, обжарю капусту и добавлю туда паприку. Наш лук тоже готовый, я его немного
черным перчиком приправила. Все, капуста наша цепляется. Запахи. Ой-ой-ой. Отправляю я туда нашу паприку. А рыбка, кстати, тоже получилась. Она сейчас остывает. Все отлично. Все у меня сегодня готовится параллельно. Все делается параллельно. Уже старший сын пришел с работы. Он тоже сегодня был во вторую смену, но он до 7:30. Пораньше, чем Дима. Уже накормила, уже умотал к своей девчонке. Ну, все тут цепляется хорошо. Сейчас я буду выкладывать наши голубцы, получается, на вот эту шапку, да, из капусты. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я выложу. Я не буду прям сильно поджаривать. Это не обязательно. Опять же на любителя. Опять же на любителя. Горячо, горячо, горячо. Вот так я все выложила в кастрюлю. И я подготовила соус. Сейчас я вам тоже покажу. Вот мы же сегодня в Kaufland с вами закупались, да, были вот эти томатен био 52 цента. Что-то я такой давно цены не помню, мы всегда покупаем. В общем, я развела их с водой, посолила и добавила, ну, пол ложечки сахара, чайной пол ложечки, чтобы оно такую кислоту сбило. Очень вкусный соус получился. Я все перемешала. И буду сейчас доливать сюда. Солить уже мне ничего не надо, потому что фарш я солила, соус я тоже посолила. И пускай оно теперь остается тушиться, но я думаю 35 минут. Сейчас я добавлю еще туда лавровый лист. Ну, лавровый лист я буквально добавлю, ну, на несколько минут, на 5-6 минут. Сейчас он закипит. Я его сразу вытащу. Вот так начинает все закипать. Сейчас я сделаю немного потише. И через минут 5-6 я лавровый лист, я его сейчас немножко окуну в соус, чтобы он отдал свои. Вот так вот. И я его вытащу. Так, ребятки, мы на финишной прямой. Я вам сейчас покажу наш процесс. Лук-то у меня уже давно поджарился, но и тем не менее я его решила немного совсем разогреть. Все, разогрела.
Посмотрите, как тушатся наши голубцы. Посмотрите, какие здесь помидоры, да, это вот с банки. Посмотрите, какая красота. Я их поставила на 30 минут, осталось 5 минут до готовности. Я немного посыплю укропом. Все, закрываю. Лавровый лист я уже давно вытащила. Все, пускай оно дальше у нас тушится. Лук я подогрела. Ну и, в общем, посмотрите, что у нас получилось с карпом. Сейчас я это все, наш лук на картофель. Примерно вот так вот. Что-то я тут наготовила, как будто бы на 20 человек. Ну, это можно пару дней кушать, 2-3 дня. И мы потихоньку это скушаем. Это будет вкусно, приятно. Посмотрите, какая красотенька. Я еще немножко добавлю точно так же сюда укропчика. Он в любом случае лишний не будет. Все, осталось совсем немножко. Все это красиво украсить и попробовать. Но все, у нас все готово. Больших мальчиков дома нету. Дома только Милан. Милана попросила помочь доснять наше видео. День был у нас длинный. Я всех благодарю, кто оставался до конца с нами. Ну все, мы будем пробовать. Меня, конечно, больше интересует наш карп. Наш карп. Но он очень хрустящий. И при всем при том, внутри он остается очень сочным. Я хочу только карпа. Но мы должны с вами разрезать наш голубец. Сейчас руки помою. Я вот так выложила наши голубцы. Этот бульон очень вкусный. Так, ну давай. Милан, ты будешь пробовать потом голубец? Не хочешь? Конечно, ты будешь. Я ж тебя знаю. Так, ну все, разрезаем. Это очень нежно. Сейчас будем пробовать. Ну, горячий. Ну, горячая зараза. Боюсь. Так, пока фарш пробую. Очень такой... очень вкусно. Такой нежный. Она стоится на завтра. Вообще будет обалденски. Очень вкусно. Ну, конечно, никто не сомневается, какая вкусная картошка с жареным луком на сливочном масле. Я пока готовила, всего напробовалась. Ну, очень вкусно. Голубцы получились отменные. Рыбка получилась у нас зажаренная. Я всех благодарю, кто оставался до конца сегодня со мною. Я с вами сегодня провела весь день. Я надеюсь и уверена, что наше видео выйдет в воскресенье. Это будет именно 8 марта. Я, конечно, всех женщин поздравляю
и всех людей, не только женщин, женщин в особенности, обо всех людей с весною, чтобы у всех у нас было крепкое здоровье, настроение, чтобы у нас все было. Я вас благодарю, спасибо и до новых встреч!